Всем привет, меня зовут Сергей. Я снова с вами с обзором на очередное зарядное устройство от компании SkyRC. Модель называется B6 Nano Duo. Nano Duo. Ну, в общем, такое название, они, конечно, никак не могут угомониться. Оно существует в разных реинкарнациях. Бывает маленькое, побольше, поменьше, всякое. Со встроенным блоком питания, без встроенного блока питания. Ну, давайте посмотрим сегодня вот на эту такую интересную штуку. Стоит ли оно вообще того, чтобы его покупать? Приезжает устройство вот в такой красивой коробке. Почему-то у нас нарисована маленькая девочка, которая смотрит на закат. Непонятно, к чему отсылка. Написано «маленький, но могучий». Ну, могучий я бы поспорил, конечно. 200 ватт не так уж и много. Есть приложение для вашего смартфона. Вы сканируете QR-код и скачиваете программу из Google Play или App Store. Связь смартфона с зарядкой происходит по каналу Bluetooth, и вы сможете отдельно управлять этим устройством как бы дистанционно. Нахрена это нужно, непонятно от слова совсем. Просто дань моде. Давайте рассмотрим характеристики. Входное напряжение 100-240 вольт, то есть от любой розетки. А вот питание от внешнего аккумулятора отсутствует. Общее питание 200 Вт, но зарядка двухпортовая, поэтому на один канал только 100 Вт. На разряд 8 Вт, ну это вообще печаль. Ток заряда до 15 ампер, ток разряда до 3 ампер. Ну то есть при такой маленькой мощности разряда никаких, конечно, 3 ампер, например, на разряде 18-вольтового аккумулятора мы не получим. А вот ток балансировки заявлен очень приличный, 1 ампер на банку. Поддерживаются литиевые батареи от 1 до 6 банок. Кстати, обратите внимание, что сейчас появились у SkyRC некоторые зарядные устройства, которые не умеют заряжать, как это ни странно, однобаночные аккумуляторы. Смотрите, не ошибитесь при выборе. В коробке мы находим само зарядное устройство, кабель питания от розетки, причем с установленным ферритовым фильтром. Это традиция для SkyRC, в этом они большие молодцы. Комплектация щедрая, поэтому в подарок мы еще получаем инструкцию. Правда, она на английском языке, русского, конечно, нету, но она с картинками, это уже неплохо. И еще одна фишка такая появилась у SkyRC. В инструкции можно найти QR-код, который, если отсканировать, вы попадете на видеоуроки по обращению с этим зарядным устройством. Это прикольно сделано. Выглядит зарядка очень приятно. Она небольшого размера. Вот смотрите, в сравнении с бутылкой Кока-Колы. Конечно, бывали и зарядки поменьше, но это тоже, в общем-то, не самый большой размер. Мне нравится такой строгий, лаконичный дизайн с большим экраном. Экран, кстати, заклеен пленкой. Но вот не знаю, на упаковке нарисована девочка, но мне кажется, устройство имеет мужское начало. Необычно здесь сделано то, что отсутствуют как таковые физические кнопки. Вот эти вот клавиши, они на самом деле не нажимаются. Это сенсорные кнопки, никакого механического движения у них нету. Устройство наше абсолютно дырявое со всех сторон для вентиляции. Видим контакты для балансировки и силовые разъемы X160. Вон, кстати, снизу проглядывается радиатор, но он достаточно скромных размеров и сразу выдает невысокую мощность устройства. Вся наша надежда на 2 звезды, вернее, такие 2 крупных кулера, которые находятся на задней стенке. Тут же разъем питания, и все, больше ничего нету. Устройство у нас фирменное, поэтому снизу имеются резиновые ножки, а не их имитация, как у некоторых производителей. Наша зарядка уверенно стоит на столе. Также снизу присутствует наклейка с основными параметрами устройства. Ну, в целом дизайн мне нравится, очень приятный, такой, напоминает технологии стелс, может быть. На мой взгляд, очень правильное решение использовать обычный стандартный двухконтактный кабель питания, который можно взять от любого другого устройства, если вы вдруг провод потеряли. Что касается экрана, он здесь какой-то странный, вроде бы LCD экран, но непонятно. Он не может выводить любую информацию, а только определенные сегменты. Под разными углами немного засвечивается, но в принципе хорошо читаем. Вот видите, у меня матовое такое чуть-чуть покрытие на стекле, это пленка защитная, я не буду ее снимать, поэтому вы не обращайте внимания, если при некоторых ракурсах будут на изображении такие полоски. Это просто следы от пленки. Светятся цифры белым цветом, и вот они, видите, в вентиляции тоже просвечиваются. Среди достоинств данного устройства сама SkyRC заявляет прежде всего полное отсутствие каких-либо меню. И, честно говоря, трудно с этим не согласиться, удобно, когда все данные у вас сразу видны на экране. Особенно классно, что подключаешь батарейку и сразу видишь ее вольтаж. К сожалению, у большинства моделей от SkyRC этой возможности нету. А это ведь так удобно. Смотрите, сразу можешь оценить, в каком состоянии батарея. Наличие вольтметра на главном экране, мне кажется, это вообще одно из главных преимуществ данной модели. Ну а теперь, конечно, надо замерить, насколько точно и правильно отображаются эти данные.
На литиевые банки SkyRC определяет напряжение как 4,9 вольта. Посмотрим, что про это думает мультиметр Richmeters. 4,12 вольта. Получается расхождение 0,03 вольта. Ну, не так уж и много, но все-таки есть. Давайте проверим второй порт. 4,10 вольта. Погрешность 0,02. Ну, не идеально, конечно, но в целом достойно. Но знаете, что меня смущает? Почему на двух портах разные показания вольтметра? Здесь 4,10, а на первом порту... Сейчас выровняется напряжение. 4,09. Получается, что не очень-то и хорошая была калибровка на заводе. Кстати, обратите внимание, несмотря на то, что аккумулятор подключен и вольтметр показывает напряжение, индикация заряда в процентном соотношении здесь стоит на нуле. Это, конечно, не очень хорошо. То есть данный параметр не работает в реальном времени, а функционирует только во время заряда или разряда. Что касается органов управления, есть отдельная кнопка, которая переключает нас с канала на канал. Удобны ли вот эти сенсорные псевдоклавиши? Ну, сказать сложно, я вот пробую. Не знаю, ребят, нет ни плюсов, ни минусов. Хотелось бы сказать «вау», но на самом деле ничего такого. По крайней мере, нажатия отрабатываются четко, и это уже очень хорошо. Так, что мы здесь можем настроить? Первым делом выбор типа аккумулятора, 4 вида литиевых, никель-металл-гидридные, никель-кадмиевые и свинцово-кислотные. Следующий пункт – выбор количества банок в соответствии со спецификациями для лития от 1 до 6. Следующим пунктом выбираем режим, что мы будем делать с аккумулятором. Заряд с балансировкой, просто заряд, разряд и хранение. Причем надо отметить, что режим хранения недоступен для таких батарей, как никель-металлгидридные или никель-кадмиевые. Если я поменяю тип батареи на соответствующую химию, то режим хранения просто исчезает. В этом случае становятся доступны 3 операции – заряд, разряд и цикл. Количество банок для никель-металлгидрида можно поставить до 15 штук. Попробуем режим разряда для нашего литиевого аккумулятора. Выставляем ток, а вот параметра, отвечающего за напряжение окончания разряда, здесь нету и даже непонятно, сколько оно. Окей, ладно, пробуем, запускаем. Как вы слышите, сразу включился вентилятор, и это, конечно, минус. Значит, он работает не по температурному датчику. Обратите внимание, что стала активна пиктограмма, показывающая процент заряда аккумулятора. Причем анимация нам подсказывает, что сейчас выполняется процедура именно разряда. Как вы видите, 2 ампера на однобаночный аккумулятор устройство вполне тянет. А вот сейчас я вам хочу показать очень важный косяк прошивки, который в конечном счете и отпугнул меня от этой модели. Как говорится, внимательно следите за руками. Я хочу перевести свой аккумулятор в режим хранения, то есть 3,85 вольта. Сейчас на банке 4,08, но это примерно 80% заряда. Мы знаем, что режим хранения может как заряжать аккумулятор, так его и разряжать в зависимости от текущего состояния. Вот видите, сейчас выставлен ток 1 ампер, а этот ампер он для чего? Для заряда или для разряда? А вот непонятно, и вот это неудобно. На самом деле этот ток отвечает за заряд. Если мы хотим настроить ток разряда в режиме хранения, то мы, соответственно, должны сначала перейти в режим разряд и выставить ток там. Ну ладно, пусть будет так. Я перехожу в режим разряд. Здесь выставляю ток, который будет использоваться в режиме хранения. И, соответственно, в этот режим хранения и возвращаюсь. Таким образом, у нас следующие настройки. Если будет выполняться заряд, то он произойдет током 1 ампер. Если разряд, то он будет выполняться током 2 ампера. Теперь важный нюанс. Когда зарядное устройство подходит к напряжению 3,85, которое является точкой остановки процесса, переводящего аккумулятор в режим хранения, то сила тока всегда уменьшается. Это важная и плавная процедура, которая позволяет очень точно настроить на банке напряжение 3,85 вольта. Так обычно работают все нормальные зарядные устройства. Но что происходит здесь? По каким-то неведомым мне причинам B6 не умеет снижать ток в конце процедуры хранения. А это значит, что как только мы запускаем процесс, все 2 ампера сразу выдаются нагрузкой на банку. Напряжение на аккумуляторе под такой нагрузкой, конечно же, проседает. И зарядка вместо того, чтобы уменьшить ток, просто прекращает процесс и говорит: все готово. Давайте еще раз посмотрим внимательно в замедленном режиме. Ток нагрузки увеличивается, видно, что напряжение проседает до 3,78, но зарядка даже не думает снижать ток, продолжает гнать вот эту мощность и в итоге сразу приходит к результату: ой, все готово. Правильное зарядное устройство, всегда подходя к этому напряжению 3,85 вольта, потихонечку снижает ток. И в итоге процесс может заканчиваться током 200 мА, 100 мА.
Вот так было бы правильно. По сути, получается, что функция хранения в SkyRC B6 работает некорректно. Она не способна привести аккумулятор в состояние 60% заряда. Вот вы можете сейчас видеть, как это грамотно делает модель от HTRC. Вообще все это странно, потому что SkyRC B6, конечно же, умеет разряжать аккумулятор маленьким током, например, 100 мА. Но почему-то сама автоматически это не делает, когда нужно. И вот за такие фокусы я ставлю зарядки прям жирный минус. Но едем дальше и попробуем зарядить 18-вольтовый аккумулятор Makita. Подключаем его ко второму порту. Давайте поставим ток побольше. Здесь все штатно, видите, плавно набирает мощность, и вентилятор фигачит, отрабатывает за маленький радиатор. Мне нравится экран, он хорошо читается, и все основные параметры сразу нам видны. А вот что не нравится, это то, что после остановки процесса сбрасываются на 0% заряда батареи. Очень большой, конечно, недостаток зарядного устройства – это маленькая мощность на разряд. Мы разряжали однобаночный аккумулятор 2 амперами без проблем. Но если мы возьмем 18-вольтовый аккумулятор и выставим 3 ампера, посмотрим, какой будет ток разряда. Всего 400 мА, то есть такой многобаночный аккумулятор мы будем разряжать очень долго. Значение тока заряда можно выставить до 15 ампер, но фактический ток заряда будет соответствовать мощности зарядного устройства, а это 100 Вт на канал. Значит, для 18-вольтового аккумулятора ток может составить не более 5,5 ампер. Пришло время замерить, как работает внутренний амперметр. Это очень важный параметр, потому что именно он определяет, насколько качественно зарядное устройство отображает реальную емкость нашего аккумулятора. Начнем с функции заряд, выставляем ток 100 мА. Мультиметр показывает примерно 67 мА, но это явно не 100. Я пробую выставить 300 мА. И опять провал. 247 мА. На самом деле отклонения по току не так уж и страшны при функции заряд, потому что в этом режиме не происходит замер емкости аккумулятора, а на процесс заряда и его качество это никак не влияет. Куда более важное значение имеет точность измеряемого тока при разряде. Ошибки в показаниях могут привести к тому, что мы не сможем определить реальное состояние нашего аккумулятора. Его емкость будет или завышена, или занижена. Ну что же, сейчас мы все узнаем. Переходим в режим разряд, ставим ток 100 мА. Так, видим завышенный ток 130 мА. Это не очень хорошо. Давайте попробуем 300 мА. О, смотрите, тут все гораздо лучше. Ровно 300 мА. Или нет? Давайте понаблюдаем. Как мы видим, ток плавно, но уверенно снижается. То есть факт в том, что ровного значения все равно нет. Надо бы увеличить ток и попробовать, например, 1 ампер, но мы не можем этого сделать с 18-вольтовым аккумулятором, потому что мощность нашего устройства на разряд всего 8 Вт. Чтобы повысить ток разряда, я беру однобаночный литиевый аккумулятор. Ну как-то странно, я указал 1 ампер, а устройство использует для разряда ток 900 мА, хотя напряжение на аккумуляторе нормальное, можно было бы использовать ток и побольше. Причем реальная нагрузка составляет 930 мА, то есть называется кто в лес, кто по дрова. Окей, пробуем дальше, ставим 1,5 ампера. И снова устройство не держит указанный мною ток, хотя и отображает в принципе реальное значение. Повышаем дальше, ставим 3 ампера. Ну, тут уже устройство соглашается только на 2,4 ампера, хотя реальный ток все равно сильно отличается от того, что показывает SkyRC. Я даже не знаю, ребят, как это комментировать, то значения почти точные, то они сильно отклоняются, но что могу сказать однозначно, что я видел модели от SkyRC, например, T200, которые работают значительно точнее. Я решил не сдаваться и попробовать дать B6 Nano Duo еще один шанс. Предположил, может быть, не хватает разрядности индикатора, а на самом деле зарядное устройство точно знает, какие значения тока оно использует. Я помню, такая ситуация была с зарядкой от компании EVPeak. Ссылка на обзор будет в описании. Вдруг здесь то же самое. И в этом случае, учитывая то, что нет подключения к компьютеру, единственный способ определить, насколько точно работает внутренний амперметр, это замерить емкость реального аккумулятора. Для испытания я взял 12-вольтовую батарею от аккумуляторного инструмента Bosch и замерил ее емкость на зарядном устройстве SkyRC T200. Получилось 1290 мАч.
Потом я снова зарядил аккумулятор и разрядил его тем же током, но уже на B6 Nano Duo. В итоге получил 1423 мАч, то есть значения завышенные, которые говорят о том, что аккумулятор якобы лучше, чем он есть на самом деле. Давайте взглянем, какое будет напряжение на банке после того, как устройство закончит процесс заряда. В конце этой операции напряжение поднимается больше, чем 4,2 вольта, но так делают многие зарядные устройства, чтобы ускорить процесс окончания заряда. Достигнув 100%, B6 сообщает, что на банке ровно 4,2 вольта. Давайте проверим. Ну, не совсем так. Получается, вот эта цифра 4,2 в данном случае не измерение вольтметра, а просто индикация окончания процесса и отчет о том, какое напряжение должно было бы быть. Но на самом деле вот реальное значение 4,17 вольта – это очень хороший результат. Пришло время поговорить о такой неоднозначной функции, как возможности подключения смартфона к зарядному устройству и управлению всем этим по каналу Bluetooth. У компании SkyRC есть несколько моделей зарядок, имеющих такую функцию. На мой личный взгляд, вещь совершенно бесполезная, просто такая дань моде, но кто-то считает, что это очень клево. Однако, справедливости ради, надо отметить очень важный нюанс. Именно у B6 Nano Duo такая возможность является абсолютной необходимостью, потому что только со смартфона можно расширить функционал и изменять внутренние настройки зарядки. Главное окно каждого порта не отличается изобилием и в принципе отображает все то же самое, что и в самом зарядном устройстве, разве что добавилась температура. Инновационной и фирменной функцией SkyRC является штука, которая называется Scan to Go. Не все пользователи до конца понимают, как она работает, давайте я расскажу чуть поподробнее. В теории, нажав специальную кнопку, вы можете очень быстро, практически моментально начать заряжать свой аккумулятор. В специальном разделе вы создаете заранее пресет, который соответствует вашей батарее. Выбираете тип аккумулятора, устанавливаете количество ячеек, ток и напряжение окончания заряда. Нажимаете «Сохранить», и ваш пресет сохраняется в списке аналогичных. Каждой такой настройке присваивается индивидуальный QR-код. Теперь смотрите, по замыслу создателей вы можете сохранить эту картинку, видите, есть кнопка «Сохранить». Далее распечатать и наклеить на ваш аккумулятор. Теперь, когда вы захотите зарядить этот аккумулятор, вы просто нажимаете Scan to Go, сканируете этот код, и B6 сразу запускается с нужными настройками. Насколько это удобно? Ну, вопрос спорный. Должно быть все быстро, но на практике вам нужно взять смартфон, запустить приложение, включить Bluetooth, установить сопряжение между зарядным устройством и смартфоном. Далее нажать кнопку Scan to Go, навести камеру, сделать фотографию, то есть отсканировать штрих-код. Ну, не знаю, в общем, все это как-то странно. Мне было бы интересно узнать, вот в реальности кто-нибудь этим пользуется? Хотя, честно говоря, за внедрение каких-то инноваций, новых идей SkyRC можно только похвалить. Без QR-кода процесс запускается, в общем-то, стандартно. Тип аккумулятора, операция, количество банок и ток – это все то, что доступно с самой зарядки. А если нажать плюс, то нам становится доступен какой-то дополнительный параметр. В данном случае напряжение окончания заряда на банку. Что касается разряда, то здесь тоже можно дополнительно указать напряжение окончания процесса. Кстати, обратите внимание, что по умолчанию стоит 3,15 вольта. Это значит, что наш аккумулятор не до конца разрядился, ведь на T200 я его разряжал до 3 вольт. Соответственно, если здесь бы мы разрядили его тоже до 3 вольт, то погрешность в емкости была бы еще более значительной. Для никель-металлгидридных аккумуляторов тоже доступны дополнительные настройки. Давайте посмотрим, что здесь есть. Минимальное напряжение окончания разряда, очередность операций в цикле заряд-разряд, количество циклов, ток капельного заряда и величина отсечки по дельта-пик. Для свинцово-кислотных аккумуляторов доступны следующие режимы: заряд, АГМ, колд и разряд. Я бы с удовольствием прокомментировал эти предустановки, но дело в том, что свинцовые аккумуляторы я не заряжаю, инструкцию не читал, и что такое cold, например, я не знаю. А самое веселое находится под плюсиком. Мы его нажимаем, а там ничего нету. То есть, если я правильно понял, напряжение на банку свинцово-кислотного аккумулятора вообще никак не регулируется. Сам процесс удаленного запуска выглядит следующим образом. Как бы все то же самое, что и на экране зарядки, даже не знаю, что сказать, зачем это нужно.
Ну и, конечно, также через приложение доступны системные настройки, коих здесь немного. Первым пунктом идет имя зарядного устройства. Это прям очень нужная функция. Далее две стандартные настройки безопасности, ограничения по времени и по количеству залитой энергии. Можно установить длительность паузы в режиме цикл, стоит 10 минут по умолчанию. Проверка балансного подключения, звук нажатия клавиш и сигнал о окончании процесса. И все, казалось бы, здорово, но теперь ложка дегтя в бочке меда. У зарядного устройства очень громкий и противный звук нажатия кнопок. Вот я его выключил, наступила полная тишина. Красота. Но вся трагедия в том, что эта настройка не запоминается. Когда вы выключили и снова включили устройство, все параметры сбрасываются в изначальное положение. Давайте я вам это продемонстрирую. Вот сейчас звук клавиш я выключил и зарядка не пищит. Я отключаю питание 220 вольт. Небольшая пауза. Снова подключаю. И вновь слышу эти пронзительные бип-бип. Какой хороший цемент. Не отмывается совсем. Также через смартфон можно замерить сопротивление аккумулятора. Ну, что сказать, ребята, подводя итог. Не знаю, зачем они сделали это устройство. Я надеялся, что оно будет работать лучше, чем оно работает на самом деле. И, по сути, у него уже есть более удачные аналоги. Такое ощущение, что SkyRC просто сидели и думали, ну, давайте что-нибудь еще придумаем. Сенсорные кнопки, управление со смартфоном. Нафига все это? Ну, да ни зачем, просто так. Я сам делал несколько подходов к нему, пытался привыкнуть, но, понимаете, как-то не идет. И работает не очень точно, а то, что не умеет переводить аккумулятор в режим хранения, ну, это вообще никуда не годится. Ну что, ребята, вот и подошла к концу эта боль. Обзор вот на это странное зарядное устройство. Не знаю, конечно. Может быть, кому-то оно понравится, все мы разные. Но лично мне вот непонятно, почему такая именитая компания SkyRC, один из лидеров на рынке балансных зарядных устройств, выпускает такой неоднозначный, мягко выражаясь, продукт. Я предполагал, что будет очень удобно пользоваться за счет того, что нет никаких меню, все сразу видно на экране, подключил аккумулятор и видишь напряжение, но на практике все оказалось не так хорошо, потому что вольтметр врет, сенсорное меню, вот это вот, ну, звезд с неба точно не хватает, поэтому все, ребят, спорно. На этом все. Если вы узнали что-то полезное и новое для себя, ставьте лайки, мне будет приятно, это помогает развивать мой канал. Всем удачи и пока.